Как мы знаем, Сяо Янь помог с воскрешением учителю Яо Лао, а также почтенному Яо Тяньхо. Однако результат новых тел сильно отличался. Почему почтенный Яо Тяньхо после воскрешения становится только почтенным воином первой звезды, а Яо Лао после обретения нового тела может сразу перейти в класс мнимый святой Бан Шен? Есть три важнейших причины, которые многие, возможно, не знают и даже не догадываются. Скажу наперед, кость святого, которую получил Яо Лао, сыграла не самую решающую роль. Поэтому тем, кто не читал оригинальный роман, будет очень интересно это узнать. Итак, как всем известно, до своей смерти почтенный Яо Тяньхо находился на вершине пятой звезды почтенного воина, но после своего воскрешения он не смог вернуть максимум своих сил. С новым физическим телом он достиг всего лишь первой звезды почтенного воина. Довольно сильное ослабление, учитывая, что Яо Лао даже стал сильнее после воскрешения. Что касается Яо Лао, при жизни он находился на вершине класса почтенного воина, пик девятой звезды, а после своего воскрешения он стал настоящим полусвятым Бан Шен. Уровень Яо Тяньхо не поднялся, а упал на 4 звезды после его воскрешения, в то время как сила Яо Лао увеличилась. Что же это за три основные причины? Первый момент заключается в том, что пилюли, использованные для воскрешения, отличались. Пилюля, которую принял почтенный Яо Тяньхо, была пилюлей души инь-янь, которая была немного упрощенной версией и похожей на пилюлю роста костей, что принял Яо Лао. Хотя обе пилюли имели одинаковые характеристики, их эффекты были несравнимы. Если так подумать, то пилюля души инь-янь 7-го ранга больше походила на быстро сделанную имитацию, а пилюля роста костей и плавления крови, использованная для воскрешения Яо Лао, была не только тщательно приготовлена Сяо Янем, но и имела 8-й ранг, что намного выше. Сяо Янь приготовил пилюлю для Яо Лао на соревновании алхимиков. Она вызвала молнию пилюли 5 цветов. Действительно, между пилюлей 7 и 8 ранга огромнейшая пропасть. Соответственно, их эффект сильно различался. Второй момент заключается в том, какую сущность крови использовал Сяо Янь для воскрешенных. Да, ядро зверя или эссенция крови – важный ингредиент для создания нового тела. Сущность крови волшебного зверя, использованные для почтенного Яо Тяньхо, были от зверя 7-го ранга, небесного ядовитого драконьего скорпиона. Хотя небесный скорпион был древним могущественным зверем, в конце концов он был только 7-го уровня. Его сила соответствует эксперту 8 звезд предка. С другой стороны, сущность крови, использованная для Яо Лао, исходила от древнего волшебного зверя, можно даже сказать легендарного зверя. Это древний небесный феникс. Этот волшебный зверь был почти что равен древним драконам пустоты, и его родословная была гораздо более властной, чем у небесного ядовитого скорпиона. Более того, в небесном скорпионе была только частичка родословной древнего дракона. Так что здесь тоже огромная разница в результате двух тел. Третий момент заключается в том, что скелеты для тел отличаются. Как всем известно, Сяо Янь использовал довольно слабое тело Юньшаня для воскрешения Яо Тяньхо. Этот скелет был от эксперта предка, что уже не впечатляет по нынешним меркам. Но в то время, с той силой Сяо Яня, это был лучший выбор. В конце концов, чем сильнее тело, тем меньше Сяо Янь мог контролировать успешность воскрешения. Сяо Янь сам был тогда предком, как он мог взять тело почтенного воина. Кроме того, это был первый раз, когда Сяо Янь воскрешал какого-то эксперта, поэтому, естественно, он хотел быть уверен в успехе и безопасности. Когда Сяо Янь приступил к воскрешению Яо Лао, он уже достиг уровня почтенного воина. Также он обладал ценным опытом для этого процесса после помощи Яо Тяньхо. В это время Сяо Янь обладал многими телами или скелетами предков, но Сяо Янь был полон решимости найти лучшее тело для Яо Лао. Он хотел бы использовать целый скелет святого, что находится в древних руинах. К сожалению, в битве с Залом Душ и кланом Небесного Феникса Сяо Янь сумел вырвать только руку святого, Доу Шен, поэтому ему пришлось довольствоваться вторым вариантом и выбрать использование другого тела, чтобы воскресить Яо Лао. Почтенный Фэн предоставил отличный скелет почтенного воина 4 звезд. А перед этим Сяо Янь специально нашел фрукт души зародыша, чтобы восстановить происхождение души Яо Лао. С таким количеством природных сокровищ, как мог воскресший Яо Лао не быть сильным? Для него вполне естественно прорваться на уровень полусвятого. А что вы думаете? В целом, Сяо Янь действительно больше постарался ради учителя Яо Лао, ведь он планировал его воскрешение почти с самого начала аниме. Он и столько видов небесного пламени подчинил, отчасти ради этого.
Для почтенного Яо Тяньхо возможность воскреснуть уже лучше, чем не иметь ничего, ведь до встречи с Сяо Янем он и не надеялся, что сможет обрести новое тело. При этом один из них при жизни был всего лишь 5-звездочным почтенным воином, а другой был на пике 9-й звезды. Было бы странно, если бы они вернули одинаковую силу. Кроме того, это может быть связано с силой души. Сила души Яо Тяньхо куда ниже и не такая сильная, как у Яо Лао. В конце концов, душа Яо Лао находится на средней стадии Небесного Царства. Итак, если подытожить, главная причина, по которой сила Яо Лао поднялась до класса полусвятого после своего воскрешения, заключалась в том, что все ингредиенты и материалы, которые использовались, были лучшего качества. Они были тщательно приготовлены Сяо Янем для Яо Лао. Эти материалы включают в себя древнюю сущность крови Феникса, фрукт души и зародыша, пилюлю роста костей 8-го ранга, тело почтенного воина и руку святого Доушен. Каждый материал является бесценным сокровищем. Сяо Янь приложил много усилий для их получения, особенно пилюли 8-го ранга, которая является прекрасным тоником для души и может привести душу Яо Лао в пиковое состояние. В то же время рука святого и тело почтенного воина являются ключом к прорыву Яо Лао на уровень мнимого святого. Среди других факторов, чуть менее важных, Сяо Янь был сильнее и более опытен, создавая тело Яо Лао. К тому моменту он подчинил небесное пламя 3000 звезд, что было выше в рейтинге, чем все его другие огни. И, наконец, время воскрешения Яо Лао являлось критическим моментом. Как раз в то время павильон Звездопада подвергается нападению зала душ, и никто не может остановить его до воскрешения Яо Лао. Поэтому только с новой силой Яо Лао на уровне мнимого святого павильон был спасен. Полусвятой каждый ход равносилен повторному накоплению боевого духа, и только когда он достигнет пика, эксперт сможет перейти к следующему шагу. Когда Яо Лао был жив, он достиг вершины 9 трансформаций почтенного воина и был всего в одном шаге от того, чтобы стать полусвятым. Однако из-за Хань Фэна и Мугу его душа была повреждена, но его сила души стала более утонченной. Причина, по которой он смог продвинуться до мнимого святого после своего воскрешения, была, с одной стороны, из-за чудесных лекарственных материалов, а с другой, это также из-за его собственного таланта, который нельзя недооценивать. Да, вполне возможно, это не все причины. Напишите в комментариях, как вы думаете, что еще повлияло на разницу в воскрешении Яо Лао и Яо Тяньхо. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на YouTube канал, ставьте лайк и всем пока.